Добрый день. Я хотела бы поделиться своей историей. 2 июля 2020 года у меня разбилась дочь. У меня трое детей. Средняя дочь разбилась со своим любимым человеком, за которого замуж собиралась, ждала его из армии, и со своей любимой подругой, которая в этот день тоже была в машине. Подруга была со своим мальчиком. Тоже давно дружили. На ровной дороге ничего не предвещало беды. Ехали ночью уже, 1:30 ночи. Стоял мусорный пакет. Лиле, девочке, подружке моей дочери Саши, показалось, что это собака. И она крикнула водителю Диме: "Собака!" Тот вильнул, и машину начало нести, нести, и, в общем, они в столб врезались. Дима, Лиля — мгновенная смерть. Саша еще полчаса была жива. Вот, мальчик выжил. Пожарная, скорая приехали все быстро, сразу, но спасать не спешили, потому что тушили, думали, вдруг возгорание, а там бензина-то было литр. Но в итоге Саша помощи не дождалась. А, Хочу рассказать, что потеряв ребенка, я не потеряла с ней связь. Я, конечно, была как не в себе. На похороны все цветы в городе были скуплены, потому что город маленький. В храме отпевали, люди как в мавзолее стояли. Ну, то есть, 3 смерти молодых 20-летних ребят, девчат. Конечно, это такое шоковое событие для города. Вот. Тяжело все мы переживали, очень тяжело. Младшая дочка, вот у меня год прошел, она сидеть начала. На тот момент ей было 8 лет. Мы думали, что она так легко переживет. Нет, начала сидеть, сейчас прям сильно седая. Вот. Ну, старшая уже своя семья. На 5-й день после похорон дома сидеть невозможно. Вывезли меня на природу. Ну, я пошла по лугу погулять, и тут Саша меня зовет: "Мамуль, мамуль". Я сначала подумала, так обернулась везде по сторонам, думаю, это что такое? Это у меня уже все, клиника, мне, наверное, надо в больницу положат меня психическую. Вот. "Саш, это ты?" "Да, мамуль, это я тебя зову, ты меня не слышишь". "Мамуль, я тебе хочу сказать, что я никуда не делась, я вот рядом". Я говорю: "Саш, ну как рядом? Я же тебя не могу не обнять, я тебя не вижу". Она говорит: "Зато я тебя вижу и все знаю, я постоянно с вами, я постоянно хочу вам достучаться, а вы меня не слышите". То есть у нас такие были случаи, когда папа, муж мой, сидел на кухне и, вот знаете, в дреме, и он разговаривает как будто с Сашей. То есть мы подумали: ну это вообще, ты что, у тебя что, крыша? Ты с кем разговариваешь? Он с Сашей. Вот. Ну и она мне, я: "Саша, а как вот, как все это произошло? Почему ты ушла? Неужели так вот было суждено тебе так рано в 20 лет уйти?" Она: "Да, мамуль, я своим уходом повысилась на 2 уровня". Я не понимала, что такое уровни. Я думала, какая-то ерунда эти уровни. Что уровни, если ребенка потеряла? Оказывается, там уровни. Саша, а как вы вообще, а как вот вы разбились? Но я, говорит, помощи ждала до последнего. Я почему-то была уверена, что меня спасут. Рядом стояла собака золотая, большая такая, и смотрела на меня, глаза вылупила, золотая собака. Вот. И все, говорит. А потом у меня сердце остановилось. Ну, она там в конвульсиях билась, как медики мне сказали, потому что у нее все органы были целые, а разрыв вот сочления где-то в груди, и у нее в легкие 2 литра 100 миллилитров крови набежало, и от этого захлебнулась, умерла. Как врач потом сказал, патологоанатом, вот так ручкой прокол делается, спасти можно было только так. Ну, наши медики, к сожалению, вот, ну, вот так вот не смогли. Вот. Лиля, у нее мгновенная смерть была, перелом шейного позвонка. Дима тоже мгновенная смерть, глаз вылетел, там вот все такое страшное.
Вот, Саша более-менее чистенькая была. Ну и все, когда ее сердце остановилось, она обняла ребят, потому что они в шоке были, как она мне рассказывала. Она их обняла и говорит: не ссыте, прорвемся. И они пошли, пошли, дошли до реки, там очень много людей было. Они переправились через эту реку, а потом попали на какую-то, ну, как в больницу, как в госпиталь, она мне сказала. Я говорю: а что вы там делали? Она: ну, спали, отдыхали, с нами работали, объясняли, почему мы сюда попали. Лиля попала на очень маленький уровень, по-моему, на 4. Она очень грустила по маме. Дима на 5, Саша на 6. Потом она вот поднялась на 2 уровня, стала на 8. А, что еще по уходу? Когда уже она пришла в себя, я спрашивала: а ты встречалась там с нашими бабушками, дедушками? Да, всех видела, со всеми встречалась. И вот эта вот связь у меня с ней осталась на год. То есть я у нее еще спросила: Саш, а я тебя, вот у меня если вопрос какой-то, а я тебя могу позвать? Ты мне можешь вот в чем-то помочь, подсказать? Она говорит: да, мамуль. А как это будет происходить? Ты только произнесла мое имя, Саша, я уже тут. И так и было. Я только говорила: Саша, она мне говорила: да, мамуль. То есть это был такой вот мысленный диалог. Вот просто мысленный вопрос-ответ. Она отвечала на такие вопросы, когда кто из родственников умрет. Например, дядя заболел. Я говорю: Саша, дядя заболел. Он в воскресенье вечером умрет. Он в воскресенье вечером умирает. Родители звонят, мы говорим: мы знаем. Как это вы знаете? Нам Саша сказала. Как это Саша сказала? Нам с того света никто ничего не сказал. А нам сказала. Тетушка моя долго болела. Саша, тетушка болеет. Мамочка, она еще месяц поживет, вот на праздник умрет. И она там в ноябре на какой-то праздник, да, умерла. То есть много вот так вот вела по жизни, подсказывала, говорила, что как, когда выплаты за нее дали, я не знала, куда эти деньги деть. Она сказала: мамочка, купи квартиру Даше в подарок, ну, сестре, младшей моей дочери. Я купила эту квартиру. Банк выбирала, не знала, какой выбрать. Сбер очень большие проценты делал, а Юникредит прям вот маленькие. И она меня к этому банку привела. Много всего рассказывала. 8 уровень — это очень волшебно, как она говорила. Это много возможностей, это путешествие. То есть она была за границей, говорила: мамуля, тебе бы хорошо там побывать. Она была в Питере, она очень хотела в Питер, в Москве. В общем, везде она побывала. А как ты, Саша, там бывала? А вот по силе мысли. Вот я хочу туда, и я уже там. Я говорю: а ты вот с Димой, с Лилей встречаешься? Да, встречаюсь. Если хочу, встречаюсь. То есть опять по силе мысли. Там все по силе мысли. Там нету вот этого материального, денег, Я говорю: а вот выглядишь там. Она часто нам снится очень красивая, стройная, хотя она в жизни немножко полненькая была. Она говорит: хочу белое, я белое, хочу черное, черное. В любые одежды одеваюсь, что хочу, то делаю. Потом, по прошествии времени, она уже рассказывала, что она там работает в госпитале, принимает души. Когда душа приходит, особенно ребенка, он не понимает, где он. Я говорю: как ты? Ну, мамуль, как психолог работаю. Я ей объясняю, что ты перешел. То есть, особенно с детьми. Очень тяжело работать вот детям, объяснять вот этот переход и вот это все. Ну, вот она работает. Иногда были такие ситуации, когда девчонки говорили: мы ее на дискотеке видели. Я спрашивала: ты что, на земле была, вот в кафе в этом была? Она: да, знаешь, как прикольно, я вот, да, с ними рядом гуляла, ходила, мне прикольно, про что они говорят. Ну, тоже вообще чудеса. Потом еще наколка, вот была у нее наколка здесь выколона выше груди. Телец. Но она больше похожа на Буфомета, вот Таро старшей арканы. Буфомет вот так с красными рогами, с красными глазами ей сделали. Я против была этих наколок. Мне снится сон, что она выходит с ванны, повязанная в платке, длинная юбка, душегрейка, вся трясется. Я говорю: Саш, ты что трясешься? Она говорит: чистили, чуть не сдохла. Я говорю: как чистили? Показывают эту наколку, здесь розовенькое место, нету наколки. То есть ее физическая смерть
по сравнению с вон той чисткой, которая там была от наколок, она сказала, чуть не сдохла. То есть это очень, наверное, больно, я так понимаю, и наколки лучше не делать. Вот. И, в общем, как бы 5 лет прошло. Тяжела боль потерь, но со временем просто учишься жить без этого человека. И когда много перелистала литературы, начала много понимать, что души не выбрасывают с планеты Земля, что жизнь продолжается там, просто в другом обличии, что мы когда-то встретимся, ну, это как-то легче от этого немножко. С каналом Инги я познакомилась 3 года назад. Жалею, конечно, что не раньше, потому что много защит, много оберегов на детей. Можно все было делать, ставить. Но теперь занимаюсь вот этими 2 дочками. Вот. Вот такая моя история. Вот хотела с вами поделиться, особенно тем, кто потерял детей, что связь есть, они слышат, они могут даже помочь. Вот у Инги много видео, обращения к роду, а я ведь тоже обращаюсь к роду. Я даже еще раньше начала, да, я сначала с одной Сашей, с дочкой начала работать. Но как она мне помогала? У меня были такие ситуации, когда я обращаюсь и говорю, Саш, как мне вот тут поступить? Она мне говорит, вот так. Если не вот вопрос-ответ, она мне через сон покажет. То есть это прям вот реально с той стороны я чувствовала эту помощь, вот чувствовала. Страха никогда не было, что там кто-то ко мне там, кто-то со мной общается, не пойми кто. Не было такого страха. А вот эта помощь, она прям идет оттуда, вот прям реально идет. И вот я с вами поделилась. В 2019 дети разбились, 2 июля. Это я вот от волнения уже неправильно сказала. 2019 год. Еще хотела сказать, вот разговаривали часто, много. Говорю, Саша, вот Бог есть? Она говорит, мам, ну как ты себе представляешь Бога? Я говорю, ну, дедушку с бородой. Она говорит, я тебя умоляю. Нет, конечно, Бог – это энергия. Я говорю, ну как это энергия? Не могу понять. Это энергия. Ты не поймешь, пока ты сюда не попадешь, ты не поймешь. Я тебе не могу объяснить. Это просто вот такая вот чистая, светлая энергия. Это и есть Бог. Я вот над этим очень много, конечно, думала. Думаю, вообще так интересно, энергия. Ну ладно. Еще хотела рассказать про кладбище. Мы когда первое время ездили часто, она все время, мы вот едем в машине, она говорит, опять сюда едете, и не вздумай меня тут звать. Здесь воняет ужасно, не вздумай меня тут звать, ну, на кладбище. Приезжаешь, там же как кладешь там все, да, цветы, там угощения. Вот это тоже говорила. И когда мы им сделали вот эту вот памятник, стелу или как там комплекс он называется, она тоже сказала, и нафига это вот, это надо? А что, нельзя было что-то попроще? У тебя что, денег дофига, типа, много? То есть она меня ругала за этот памятник, за то, что я часто ездила на кладбище, ее там звала, потому что она говорит, воняет, я не могу здесь, не зови меня здесь, мне здесь воняет, я дома, типа, приду, дома поговорим, здесь не надо меня звать. То есть, ну, вот такие вещи рассказывала. Инга, а еще и знаете, что хотела рассказать? Вот про пятаки. У вас такое было видео, а у меня это прям вот, знаете, реальная история. До того, как разбилась дочка, у свахи умирает мама. Ну, мы ее похоронили, все, Саша тоже помогала. Потом разбивается Саша. Сваха приходит к нам на похороны и говорит, Ира, а можно я маме денежку передам через Сашу? Я говорю, какую денежку? Я тогда ваш канал еще не знала и не смотрела, что там никакие деньги, это все не надо. Ну вот, такое было. Я говорю, ну, ложите, если надо. И она ложит 50 рублей, вот, ну, мы ей там под платье, под свадебное положили. Вот, когда мне вот это вот она пришла на связь ко мне, я спрашиваю, да, все, похоронили, ей свахе снится ее мама и говорит, Валя,
спасибо за деньги, но только ты много положила. Нужно было всего 2 пятака. Я думаю, вообще чудеса. То есть для перехода через вот эту реку там, значит, перевозчик, нужно плату, оказывается, давать. Но я ж когда на похоронах вот это все послушала, у Саши были глазки приоткрыты, лежали тоже пятаки на глазах. Я с ней всю ночь лежала рядом, с Сашей. Ой, сидела рядом. Вот. Ну, разговаривала. И на утро люди заметили, кто пришел, говорят, Саша повернулась направо. Это она что, тебя так слушала? Я говорю, ну да, я с ней разговаривала, она меня, наверное, слушала. И вот когда я эти пятаки сняла у нее с глаз, думаю, я ей говорю под утро, Саша, ну я не знаю, есть там это, нет, я ваш канал еще не знала. Я тебе тоже положу пятаки на всякий случай, вдруг там правда нужно плату платить. Вот. Ну вот она мне сказала потом в разговоре, ну, когда вот этот контакт был, что да, мы заплатили, и нас много очень переправилось. Я думаю, ну вообще чудеса, вот просто чудеса. Еще она, Саша, говорила, мы же очень часто ее поминали, носили везде, где она работала, друзьям все собирали. И я спрашивала, Саша, что я могу для тебя сделать, как я тебе могу помочь? Она мне говорила, мамуль, а тут ничего не помогает, только помин и, ну, воспоминания, разговаривать про меня. Больше ничего не работает. Свеча еще, свеча. Вот я всегда за упокой ставлю свечи в храме, езжу. Помин, она сказала, желательно, чтобы ты сама пекла. Я много пеку, много готовлю, люблю это дело. И вот желательно твое, чтобы твоим поминать, домашним. Вот это я тогда и начала много раздавать, много поминать. Здесь ничего не работает. Здесь только вот свеча как энергия и помин как энергия, если вы обо мне поговорите. То есть мы даже понимали, когда мы просто так ни с того ни с сего в доме начинаем разговаривать про Сашу, это ей энергии не хватает, она хочет, чтобы мы про нее поговорили, повспоминали. Для тех, кто потерял своих детей, тем более детей, это очень больно, это близкие люди, с этой жертвой или потерей очень тяжело смириться, но хочу вам просто сказать, что они рядом. Вот как бы это вам сейчас не показалось, как бы не верите, может быть, но вот они рядом, понимаете? Я в этом вот прям четко убедилась, и я вот хочу, чтобы все, кто потерял близких людей, чтобы они поверили в то, что они рядом, они могут помочь, о них нужно говорить, не забывать, они приходят на помощь, им оттуда, они там как волшебники, понимаете? То есть оттуда легче помочь, чем отсюда туда. Нет, но отсюда туда тоже хорошо, да, помины и вот это свечи. Но вот хочу, чтобы никто не отчаивался, что все мы когда-то туда перейдем, и мы встретимся со всеми своими родными, близкими. Я в этом очень уверена и стараюсь жить хорошо, праведно, чтобы мне потом не было стыдно при встрече с дочкой, что, кстати, у нас папа очень до сих пор он не может прийти в себя, до сих пор. И снится сон ему, что он повесился. Повесился, и эта старшая дочка увидела, кричать начала, все. И вот он встречается там с Сашей, идет такой радостный, доча. Она его отталкивает и говорит, пап, ты зачем это сделал? Тебе еще рано, тебе еще рано. То есть, ну, каждому свое время. Это я поняла, у каждого своя судьба. Поэтому вот, ну, надо с этим учиться жить и продолжать жить дальше. Ни в коем случае не унывать. Я 8 месяцев вообще так сходила с ума и превратилась в бабку старую. Я была вообще похожая на свои фотографии. Смотрю и думаю, это что, я такая была? Потом я немножко воспряла, взялась вот за себя, и все, я восстановилась. И вот с мыслью о том, что мы когда-то встретимся, что все будет хорошо, что это не конец. Конец всегда счастливый.